Set on fire the morals that will bestow you with laurels. The stanzas of normal, where the flesh will be gone now. Show a bone that's not barking, glare at them that's not crying. God is dead, but you like him. Their eyes are so prying. Give them what they need. Crucifixion is too clear. Я решила, что стану рок-звездой, когда мне было 13. Точнее, одним вечером внезапно поняла, что буду писать песни и петь в музыкальной группе. Я ясно видела эту картинку. Несколько девушек с инструментами, я с микрофоном, полный зал, кто-то держит плакаты, кто-то танцует, кто-то светит фонариком или зажигалкой. Я пою, и люди в зале тоже поют. Сразу образовался концепт именно группы, а не сольного проекта, и группы, состоящей только из девушек. Мой музыкальный вкус был сформирован преимущественно на роке, а в роке, как правило, музыку играют именно группы. Наверное, это можно назвать предпосылкой к такой картинке в моей голове. Через полгода я собрала свою первую группу. После нее я пела чужой материал еще в парочке коллективов, а свои тексты я начала писать в 15. Наверное, после того, как мне впервые разбили сердце. Через 2 года у меня было готово столько материала, что из этого можно было сделать не один полноценный альбом. Но я не пишу музыку, так что на тот момент моим стихам было только суждено стать песней. Now I can feel you there, become so tight, so much more. All I want is, and all I need is. It almost feels like a joke to play out the ball. Искать музыкантов в этот раз я начала так же, как и в случае со своей первой группой, в тематических пабликах. Тогда мы познакомились с Олей. Смотри, в общем, я придумала песню с твоей помощью вчера. Необходимость написать музыку для целого альбома стала для меня большим вызовом, потому что до этого у меня, конечно, были какие-то музыкальные наброски, но у меня не получалось их заканчивать. Но вот когда Ксюша показала мне свои тексты с единой концепцией, такой вот историей и с крутым очень вайбом, это стало отличной мотивацией. Еще больше мотивацией стало, конечно, то, что Ксюша в меня поверила. Это придало, конечно, сил, и в итоге все получилось. Было сложно понять, конечно, как конкретно должна звучать наша музыка, на что нужно сделать акценты, чтобы сформировать конкретно наш стиль. Для меня музыка делится на ту, которую мне нравится только слушать, и на такую, которую я хотела бы играть. Мои представления о хорошей музыке формировались на таких исполнителях, как Дэвид Боуи, Queen, My Chemical Romance, The Beatles, Rolling Stones, Deep Purple, Nirvana. Это так, навскидку. А стихи почему-то сразу начали получаться на английском. Русский как будто бы слишком про страдания. Если страдания, то такие беспросветные, совсем отчаянные, надрывные. Я не такая эмоциональная, и для меня это как будто перебор. Когда я пишу на английском, те же страдания воспринимаются скорее как печаль и меланхолия. Помимо творческих вопросов есть и вполне материальные. Нужно достаточно много денег, времени на запись и сведение материала. Но даже большое количество ресурсов не гарантирует успех в продакшне. Как мне кажется, очень важно найти людей, с которыми вы будете на одной волне и с которыми будет комфортно работать. Но на этапе продакшна сложности не заканчиваются, потому что дальше нужно, чтобы вас услышали. И в нынешних реалиях этот вопрос стоит особо остро в связи с блокировками некоторых социальных сетей и уходом многих музыкальных сервисов из России. Продвижение в таких условиях становится настоящим челленджем. Порядочные пухи. Какие у вас впечатления после репетиции?
Я вспотела, если честно, такие впечатления. Но хорошо. Ну, энергия выходит? Да, выходит. Да, ох, Ну, я представляю, да. Мы давно поняли, что для того, чтобы набрать свою аудиторию, недостаточно просто быть крутыми и играть хорошую музыку. Нужно как-то взаимодействовать с людьми, периодически мелькать в соцсетях, чтобы про нас не забывали. Поэтому, помимо записи треков и организации концертов, мы стараемся придумать что-нибудь интересное, не пропадать надолго из инфополя. То фотосессию какую-нибудь замутим, то выложим видео с концерта или бэкстейджи. Мы не хотим стать группой-однодневкой. Для нас гораздо важнее качество аудитории, а не ее количество. Так что делаем в своем темпе, делаем то, что нравится нам. Мы уверены, что со временем потянется еще больше людей, которым тоже нравится наше творчество. То, что у нас есть сформированный коллектив, это уже успех. Но если серьезно, то, думаю, на данный момент у нас есть парочка таких главных свершений. Это первый концерт и альбом. Первый концерт — это был фестиваль а-ля конкурс в одном из клубов в центре Питера. Площадка оказалась классной, звук понравился, звукарь крутой. Это все очень важно, конечно. И неожиданно приятно получилось собрать много людей, которые пришли нас поддержать. Много людей на первый концерт, понимаешь? Хотя у нас еще не было ни одной записи, и никто понятия не имел, как и что мы будем играть. По-моему, очень здорово, что в нас так верят, и это, конечно, заряжает, придает сил работать, развиваться дальше. Вдобавок ко всему, кстати, мы случайно так заняли первое место на этом мероприятии и выиграли эфир на радио. Возможно, кто-то из нас и волновался немного перед выступлением, но, мне кажется, в итоге все вошли в раж и смогли получить удовольствие. Лично я неплохо так устала, пока скакала и танцевалась по сцене. У меня даже рубашка развязалась и была уже больше похожа на платье, чем на рубашку. В общем, весело было. А что касается альбома, мне кажется, мы все посидели уже, пока его ждали. Да. Когда ты снимешь пиджак на сцене, будет еще лучше. Я же игралась. Нормально. Коня устраиваем, потому что... Не переживай, сейчас. Почему? Писать материал для первого альбома было и приятно, и мучительно одновременно. Сначала мы подбирали гармонию, это было достаточно просто. А когда переходили к аранжировке, начиналась настоящая головоломка, лично для меня. Особенно сложно было с написанием первой песни. Это была песня «Love». Вроде бы аранжировка сложилась, все звучало достаточно неплохо, но когда я вернулась к тексту, перечитала, послушала то, что мы придумали, то поняла, что эта музыка абсолютно не подходит к этому тексту. И пришлось откатываться вообще к самому началу и делать всю аранжировку заново. Похожие истории случались со многими треками, но и случаи чистого вдохновения тоже были. Помню, я ехала в метро, и тут Ксюша мне скинула текст для трека «Saddest». Мне он невероятно понравился, и пока я его читала, в голове сразу же возникло представление о том, как именно должна звучать эта песня. И практически в таком же виде она и воплотилась у нас в альбоме. Мы довольно быстро, всего за пару недель записали альбом, еще, наверное, в ноябре 2021 года, но было много разных моментов, из-за которых релиз все оттягивался. То мы искали подходящего звукаря на сведения, то что-то приходилось дописывать, там, доделывать. Но, несмотря на все это, спустя год с хвостиком, или уже почти 2, альбом увидел свет. Целых 11 песен. И я считаю, это успех. Приветики, мы группа «Экстраваганza», и я надеюсь, что все уже слышали суперкрутую новость о том, что у нас наконец выходит новый альбом. В
Мы хотим пригласить вас на наш концерт 16 апреля в клубе «Ласточка», отмечать выход нашего альбома вместе с нами. Мы постоянно заряжаемся и вдохновляемся друг от друга. И это невероятное чувство, когда мечта сбывается каждый день. Shabby Walls — это наш первый триумф и потрясающее начало нашего пути. И я точно уверена, дальше больше. Ha 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 ha!